Юзер ДМ, жду вас в Провансе, очень хочу попасть на лаванду. Присоединяйтесь к группе, пишите заявки. Прованс в это время место недешевое, поэтому лучше заранее бронировать отели. Локации, где мы будем писать, я выложу уже в частном порядке в нашей группе в WhatsApp. Здравствуй, Слава, давно не писал тебе, поскольку юзер, я не знаю, от кого письмо. Скажи, пожалуйста, вот у меня появился свой почерк, стиль в живописи. Но, мягко говоря, он мне не очень нравится. И как бы я ни пытался от него уйти, он опять возвращается. Ну, как корявый почерк. Понимаю. Что делать? Смириться или продолжить борьбу с самим собой и со своим стилем? Я убежден, что если что-то не нравится, это продолжать не надо. Ну, не нравится тебе, например, каша. Ну, насильно есть ее, что ли? Ну, что-то другое приготовить, то, что нравится. Делать нужно то, что нравится. Это один человек, Майн Кампф, который писал, он считал, что жизнь – борьба. И еще там один тоже. И другой. Жизнь – это мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. И если что-то не нравится, нужно искать такую дорожку, которая приводит к радости. Ну, не нравится вам, например, ездить на Запорожце. Ну, зачем на нем долго ездить и с большой скоростью? На нем сидеть неудобно. Вот так вот ноги все подзадраны, вот так, как будто бы. И он ревет так, что взлетит скоро, а едет еле-еле. С чего с ним бороться, с этим запорожцем? Ну, надо что-то пересесть на другую машину. На велосипеде, пешком, в конце концов. Больше будет радости. Далеко, конечно, не уйдешь. Кстати, я встретил одного иностранца. Я ехал на выставку в Ригу, и где-то на полпути я встретил, он был с тележкой, ну, из Ашана, такой железной тележкой. Он ее называл миссис Молли, по-моему, так, да. Ну, он по-английски говорил. И у него ничего не было. И в эту миссис Молли у него там палатка, значит, ну, какие-то мешки, какая-то. И вот с этой тележкой он ехал по дороге. Вот у него такое путешествие. Радостное такое. А что вы, друзья, посоветуете, если появился стиль, который не нравится? Что делать юзеру? Вы напишите свои версии. Тема интересная и многих касается. Потом мы еще продолжим на эту тему разговоры. Алекс Ноунемов. Меня зовут Александр. Я в детстве окончил художественную школу, но жизнь повела по юридической, а после по бизнес-дороге. Сейчас много времени, ушел в живопись с головой, закупился материалами, пишу, смотрю, много обучающего материала. Вас вообще взахлеб. Спасибо большое, Александр. Многие вещи в технике приходят интуитивно, чувствую, что подтянул уровень рисунка, замечательно. До академического уровня твердый ударник, есть много мыслей, много серий с философией глубокой, много уровней в смысловом отношении. Хочу показать это миру, но включается комплекс синдром самозванца. Вас очень приятно слушать, но дальше хорошие слова. Спасибо большое. Самозванец, синдром самозванца. То есть, кто я такой, чтобы об этом о чем-то говорить. Ну, хорошо. Но если бы был такой синдром у Иисуса, например, кто я такой, чтобы говорить? Или у Будды. Это что? Мы тогда вообще где болтались? В какой луже? Но сейчас вы писали вот это письмо. В то время, в тот момент, когда вы его писали, вы ощущали себя самозванцем? Кто я такой, чтобы спрашивать? Меня же покажут на экране, все будут видеть Александра, который самозванец, да? Я думаю, нет. Письмо очень логично выстроено, чувствуется сила, мощь, такой потенциал. С таким настроением никто бы вообще ничего не создал. Если бы каждый сидел и думал, кто это такой вообще самозванец, синдром. Попробуйте. Если у вас есть глубокая философская идея, что ж, она будет где-то таиться в вашем мозгу и невысказанная останется. Это неправильно, это нарушение, кстати, некой гармонии. То есть, если вам вложилась же кем-то, чем-то эта мысль в голову, сделать что-то или там решить какую-то задачу, она же вложена, и если вы ее не реализуете,
значит, она отнимется. Ну, там начальство скажет, ну, что-то он сидит, молчит, считает себя самозванцем, ничего не делает. Пойду я эту мысль дам другому, кто поядренней, кто более решительный. А от вас вообще не только мысль заберет, и дар заберет. То есть дар, который дается, им нужно пользоваться. Он не просто так дается. Это некий аванс энергии, который нужно реализовать. Так что я призываю вас к смелости, друзья. Давайте поддержим Александра, чтобы на его пути были только зеленый свет светофора. Скажите, что вы думаете. Давайте вместе поможем. Друзья, поддержите канал лайками. Это даст мне возможность делать видео каждый день и интересными их делать. Елена Пухарева. А что будет, если писать под цветным навесом? Например, синим или красным. Ну, а что будет, Елена, если вы оденете розовые очки? Ну, весь мир будет в розовом цвете. А если синий, значит в синем. То есть цветной навес, естественно, создает определенный цвет этого навеса на холсте, на палитре, везде. Лучше всего, конечно, нейтральный цвет навеса. Либо наплевать на его цвет, это создаст новую гамму для вас неожиданную. То есть вы пишете, вам кажется все нормально, а вынесете на свет Божий солнечный, все будет вдруг зеленое, если был зеленый навес. Все очень логично. Но это может создать некоторый аромат и помощь в том, чтобы использовать этот цвет навеса, чтобы рождалась новая для вас гамма. Как помощник такой будет. Светофильтр будет. Менять их, например. Молекула атома. Это ник такой. Главное для этого художника, это для меня, подозреваю, показать в каждом видео женскую обнаженную пятую точку. Неприятно. Молекуле атома неприятно. Так неприятно не смотрите. Я не только пятую показываю точку, а четвертую, и хуже сказать, третью, вторую, и не к ночи вообще первую даже точку показываю. Бывает такое, да. Я вообще делаю наброски обнаженной модели. Там очень много у нее точек. До 8 доходит. Не устаю наслаждаться красотой женского тела, пластикой. Чуть-чуть изменяется положение. Это небесное создание. Я вижу ангела, когда рисую или пишу обнаженную модель. Вы видите точки, причем пятую. Что делать? Каждый видит то, что видит. А каждый видит ту красоту, до которой дорос. Это сказал Омар Хайям, по-моему. Лео Агутин продолжает наш диалог. С наушниками идея нормальная, конечно, но с заказчиком же нужно быть доброжелательным и в минимальном контакте. Решил один раз в таком случае на все фразы неуместные мяукать. Мяу. Так она мне в ответ кись-кись-кись-кись. Так и писал 1,5 часа до перерыва сеанса, а потом убежал на улицу. А зачем убежал? Надо гавкать тогда. Хап-хап. А что она скажет? Попробуйте гавкать. Речь идет о притязаниях натурщицы. К Лео Агутину, который ее пишет, рисует. Она хочет кись-кись-кись, чтобы он сделал. А он на улицу бегом. Друзья, давайте поможем как-то Лео Агутину. Что ему там? Видите, мяу не получается. Гав-гав он еще не пробовал. Какие еще бывают? Или там, как лошадь можно. Или как корова, например. И попробуйте разные варианты. Может быть, что-то сработает. После этого видео будет прямая ссылка на ролик «Живопись без рецепта». Предлагаю посмотреть. И не забудьте про лайки и сейчас, и потом.